Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсет. Это корсет-пояс, корсет без чашек или его еще называют бельевой корсет. Итак, приступаем к работе. Шить я буду из своей выкройки корсета без чашек. Эту выкройку вы можете найти на сайте нашей школы. Выкройку я даю в 5 размерах от 42 до 50. Вот детали выкроечки. Также вместе с выкройками вы получаете описание выкройки, все припуски, как ее распечатать. Все это будет вместе с выкройкой. Итак, я беру выкройку. Беру я 42 размер. Вот видите, у меня 42 это черный контур. Вырезаю все детали по черному контуру. Пользоваться моими выкройками довольно просто. Здесь уже везде учтены припуски, поэтому просто вырезаем и используем. Так, первая деталь готова. Остальные детали также мы вырезаем. И у нас получается 4 детали выкройки. Центральная деталь переда у нас со сгибом. Шить я буду из атласа Stretch. Тянется он у меня в одном направлении. Дублировать его я буду дублеринчиком средней жесткости. Вот такой. Также нам понадобится пластиковый китовый ус шириной 5 мм. Также понадобятся колечки металлические, бельевые, и ленточка шириной 1 сантиметр. Подбирайте ленточку, исходя из диаметра ваших колечек. Из этих колечек мы будем с вами делать шнуровку для корсетика. Заготавливаем 2 отреза для лица и для изнанки корсета и 1 отрез из дублерина. Лицевую часть корсета обязательно проклеиваем дублерином. Вы можете также и изнанку проклеить, но я проклеиваю только лицо. Так, проклеиваем. Складываем ткань вдвое и к сгибу прикладываем центральную деталь переда. Делаем это очень точно. Подкалываем иголочками. Так. Все детали следующие мы выкладываем на ткань, соблюдая долевую. И теперь обводим контур. Я это делаю простым карандашом. Ничего не добавляем. Повторяю, все припуски уже в выкройке присутствуют. Обводим очень точно и просто вырезаем. Так, вот у меня детали лицевой части корсета, проклеенные дублерином. Вот я разложу, чтобы вам было понятно. Так, и детали изнанки не проклеенные. Итак, приступаем к пошиву. Берем центральные детали, складываем лицо с изнанкой и проложим по рельефам соединительную строчку в районе 3 мм. Теперь берем следующую деталь переда, лицо и изнанку. Сначала присоединим лицевую часть вот таким образом. Наложили, лицо с лицом сложили. И в районе 1 сантиметра у нас должны очень точно сойтись детали. Сначала закрепим сверху, затем по нижнему срезу. Вот район 1 сантиметра. Соприкоснулись у нас детальки в этом месте. Ставим иголочку. Теперь расправляем срезы и соединяем. Теперь берем изнаночную деталь
Вот так у нас это выглядит. Берем изнаночную деталечку, также подкладываем ее, очень точно уравниваем срезы и, переставляя иголочки, мы соединяем детали. Сначала по верхним срезам, а затем уже между иголками. И теперь прокладываем соединительную строчку на ширину припуска 1 сантиметр. Вот смотрите, как у нас будет это выглядеть. Так. Теперь мы должны соединить лицо с изнанкой и проложить соединительную строчку по следующей детали. Очень точно уравниваем все срезы и ставим иголочки. Так. Теперь между иголочками расправляем ткань и соединяем иголочкой. И прокладываем строчку. Также мы по самому краю 3 миллиметра соединили. Следующие детали переда у нас. Накладываем лицо к лицу. В район 1 сантиметра припуска у нас точно должен соприкоснуться в деталях. Сверху, снизу, вот он 1 сантиметр, подкололи. Теперь между иголочками также мы распределяем ткань, чтобы у нас нигде не было защипов, неровностей. На ровной поверхности все это лучше делать, конечно. Ставим иголочки. Так, соединили. И теперь деталь изнанки также мы прикладываем с изнаночной стороны и, переставляя иголочки, мы подкалываем оба слоя. Расправляем ткань и прокладываем соединительную строчку шириной 1 сантиметр. Далее мы поступаем точно так же, соединяем детали, алгоритм тот же. Теперь спиночка, также мы соединяем ее в районе бока, обязательно уравняли срезы по низу. Вверху у нас, смотрите, получается вот такой треугольничек выступает. В районе 1 сантиметра у нас должны быть детали вровень в районе припуска. Так. И теперь между иголочками вот так распределяем ткань и ставим иголочки. Так. И теперь изнанку. Уравнивайте хорошо все срезы, чтобы корсетик получился аккуратный. Также шьем с припуском 1 сантиметр. Вот. Пол корсета мы сшили. Вторую часть корсета мы в зеркальном отражении также все сшиваем. И затем переходим к шнуровке. Вот я сшила за кадром все. Вот изнаночка. Так, я беру колечки. У меня будет по 5 колечек с каждой стороны. Всего нам понадобится 10. Вот наша
ленточка. Длиной ленточку я буду делать 3,5 сантиметра. Вы можете сделать 4. Вот, то есть 3,5-4. Такое расстояние делайте. Меньше не надо делать, вам будет неудобно. Нарезаю заготовочки из ленты. И теперь будем располагать их на шнуровке. Я вдеваю ленточку в кольцо, уравниваю срезы, закреплю иголочкой и поставлю вот таким образом на центр спинки. Ровно попадает наша петелечка в срез, то есть вровень со срезом, вверху и внизу. Так, теперь измеряю расстояние между петельками и по центру ставлю иголочку. Теперь в этом месте у нас будет еще одна петелька. Так. Ставлю ее точно по центру. Готово. Теперь измеряю расстояние между петлями и ставлю еще петельки. Так, и еще одна. Так, зафиксировали. Вот так это выглядит. 5 петелечек будущих. Главное, чтобы они были на одинаковом расстоянии. И прокладываю строчку, чтобы зафиксировать наши петли. Так, все готово. Теперь, чтобы закрыть этот срез, мы с вами сделаем вот такую манипуляцию. Смотрите, выворачиваем вот так спиночку и прокладываем здесь строчку. Соединяем, конечно, сначала иголками. Смотрите за тем, чтобы петли у вас не сдвинулись, чтобы они были строго перпендикулярны срезу спинки. Фиксируйте иголочками. Уравниваем все срезы и фиксируем. Так. Ставим иголочки и прокладываем строчку на ширину 1 сантиметр. Вот так мы зашили спинку и обработали петли. Готово. Вот так выглядят наши петелечки. Все аккуратненько, чистенько. И теперь мы с вами будем делать кулиски для костей. Для этого мы должны зафиксировать 2 слоя корсета иголками. Расправляем ткань. Так, раскладываем, выравниваем на ровной поверхности и подкалываем 2 слоя ткани. Дальше по всем швам расправляем ткань, немножечко ее подтягиваем и ставим иголки. По всей длине шва это делается. Так, фиксируем. Вот, смотрите. Захватывайте 2 слоя. Немножечко растягивайте ткань, для того, чтобы не было сборок на изнанке. И прокладываем строчку на ширину лапки. Также на ширину лапки мы отстрачиваем все наши швы. Тем самым создаем туннели для будущих костей. И затем можно
пойти на утюг и отутюжить наш корсет. Если ваш утюг не имеет тефлоновой подошвы, тогда используйте проутюжильник. Так, отутюживаем все шовчики и соединяем срезы для выреза чашек вот таким образом на ровной поверхности обязательно. Также заготавливаем туннельную ленту. Я отрезаю 2 отрезка с небольшим запасом и обязательно придаю туннельной ленте круглую форму. Вот таким способом. Вот так мы формируем. У нас должна получиться вот такая вот округлость из туннельной ленты. Теперь соединим по вырезам для чашек где-то 3 мм от края мы проходим строчкой. Берем нашу кость и делаем отметки, где наша кость начинается. Так, разложили аккуратненько. Все очень точно промеряем. Где наша кость заканчивается, отметили. Теперь на выкройке у нас от кости идет вверх по 1 сантиметру. Ставим меточки. 1 сантиметр. Так, раскладываем корсетик на ровной поверхности. Вот наши ориентиры. Это ориентиры срезов верхних. Вот они. Так, приложили очень точно. И у нас идет припуск по вырезу для чашки 7 мм. Мы его выкладываем вот таким образом. Вот так опускаем немножечко туннельную ленту на 7 мм и делаем меточку для себя, где у нас проходит шов. Это будет наш ориентир, когда мы будем сейчас пришивать туннельную ленту. Теперь сопрягаем метку со срезом. Ткань корсетика у нас заходит на туннельную ленту где-то на половинку. Вот так. Зафиксируем. Далее зафиксируем по меточке, которая у нас приходит к шву, к рельефу. И второй конец туннеля мы сопрягаем с верхним срезом. Также фиксируем иголочкой. Теперь берем иголку с ниткой и пришиваем туннель к корсету вручную сначала. Распределяйте таким образом ткань по поверхности туннеля, чтобы у вас нигде не было дефектов и защипов, чтобы все было равномерно. Так, вот так у нас прометано все. Наполовину туннеля заходит ткань. Теперь по краю туннеля мы прокладываем строчку, пришиваем туннель. Теперь вручную приметаем туннель внутренней части корсета. Расправляйте ткань, чтобы все было ровненько. Вот так. И затем прокладываем строчку на ширину лапки. Готово. Вот такой у нас получается замечательный туннель. Можно отутюжить, чтобы туннель лег плоско. Отрезаем беечки шириной 3 сантиметра. Я это делаю всегда одним способом. Я тяну вот так вот ниточку, и по этой ниточке я уже отрезаю. Это очень удобно. Можно выкраивать абсолютно точно таким способом. Вот эту ниточку видно, которую я выдернула. И просто режу по этой нитке
Для 42 размера мне хватит одной такой ленты, отрезанной на ширину ткани. По центру корсета срезаем излишки туннеля, отрезаем небольшой кусочек ленты, которую мы с вами заготовили, отрезаем с небольшим запасом по сторонам и прокладываем строчку вот таким образом, прикладывая к лицу, лицо с лицом, проложили строчку. Теперь оборачиваем нашу биечку на изнаночную сторону, вот так закрепляем иголочками, так, и загибаем внутрь бейку, так, и затем мы ее вручную подшиваем. Так, готово. Теперь берем косточки. Обязательно поставьте кости правильно, короткой стороной в центр. Ставим кость в туннель. Так, до упора. И вторую косточку. Не перепутайте. Кость должна быть поставлена правильно. Так, косточки внутри. Теперь подравниваем верхний срез корсетика. Срезаем все лишнее. Теперь берем нашу заготовленную ленточку шириной 3 сантиметра. Прикладываем ее лицевой стороной к изнанке корсета по верхнему срезу, вот так, и будем пришивать ленту на ширину припуска 5 миллиметров. Прокладываем строчку. Ленту под корсетом можно немного натягивать. Вы можете сначала приметать ленту, если вам неудобно, сложно. Я уже не приметываю такие вещи. Так. Вот. Так это выглядит. Теперь отрезаем излишки ленты. Оставляем небольшой запас для того, чтобы мы могли обработать край ленты. Вот так ее огибаем внутрь. Теперь складываем вдвое и укладываем на лицевую сторону. Приметываем вручную. Старайтесь, чтобы бейка у вас шла одной ширины по всему срезу. Так у вас изделие будет выглядеть аккуратным. Вот так заложили и приметали. Все очень просто. Вот так я прометала. И теперь прокладываем строчку на машинке по самому краю бейки. Также старайтесь шить аккуратно. Вот так у нас получается. И теперь пришло время для пластиковых костей. Измеряем необходимую длину, отрезаем. Сразу делаем парную кость точно такого же размера. Так, я беру зажигалку и оплавляю концы костей для того, чтобы они были закругленные и не порвали ткань корсетика. Вот так у меня получается. Даем остыть пластиковым косточкам и ставим их в туннельки, которые у нас подготовлены для них. Так, до упора. Вот. Здесь у нас внизу кость не доходит на 1 сантиметр до нижнего среза, потому что нам нижний срез еще нужно обрабатывать. Будьте внимательны. Так, следующая кость. Смотрим
не доходим до низа на 1 сантиметр. Отрезаем, проверяем. Так, можно еще чуть-чуть укоротить. Так, теперь хорошо. Также заготавливаем парную косточку сразу. Оплавляем концы. Так. Даем остыть и ставим в туннеле. Так, готово. И парную косточку также мы ставим. Оставшиеся косточки я поставлю за кадром. Вот, все готово. Кости все на месте. Теперь подровняем нижний срез корсета. Так. Теперь берем ленточку, прикладываем ее лицевой стороной к изнанке корсета по нижнему срезу и будем ее пришивать с припуском 5 миллиметров. Ленту немножечко натягивайте под корсетом. Вот так она лежит. Мы ее немножечко натягиваем. Корсетик чуть-чуть припосаживаем, чтобы его не растянуть. И обрабатываем. Вы также можете сначала наметать, а затем уже пришить на машинке. Опять же мы закрываем срезы. Вот так зафиксировали. Обернули. Сложили беечку пополам. И на сторону лица вот так укладываем. И опять же я приметаю вручную сначала. Так, все, я приметала. Теперь проходим машинной строчкой по самому краю биечки. Отутюживаем наш корсет. И вот он, наш корсетик, абсолютно готов, с чем я вас и поздравляю. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на обучение в мою школу шитья «Все секреты красивого платья», приобретайте выкройку этого корсета на нашем сайте. Я вам желаю легкого кроя и шитья.